Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу рассказать про мою коллекцию кистей от Make Up Forever. Это профессиональный бренд косметики, кисти у них тоже позиционируются как профессиональные. Честно говоря, все вот эти кисти, они были щепетильно так вырваны из контекста. Я смотрела, брала, что-то советовали консультанты. Они все классные, они круто работают, особенно если вы любите работать на синтетике, но одна из них меня невероятно разочаровала. Я не знаю, что произошло и что пошло не так, но если вам интересно, какая кисть и какие кисти я советую, то, пожалуйста, подписывайтесь, оставайтесь со мной и давайте смотреть. У меня был такой интересный поход в Ривгош, когда я их приобретала, потому что они представлены в Ривгош, тогда скидка была на них 30 или 40%. Я давно хотела попробовать их кисти, потому что я знаю, что многие визажисты на них работают, и они здоровские тем, что они синтетические. Конечно, здесь тоже есть свои особенности, потому что синтетические кисти, они, во-первых, менее, скажем так, аккуратно, например, растушевывают, потому что есть мнение, что там козочка, она лучше тушует, и там белочка еще более нежненько будет. Синтетические кисти, они вот иногда хуже в тушевке, и я бы сказала, что они более очевидны. Например, когда мы используем кисть для хайлайтера, то непосредственно хайлайтер более будет так виден на вашем лице, и сложно сказать, что они прям втушевывают, да, какой-то продукт. Конечно, все зависит от кисти, но вот нужно знать, что синтетические кисти, они более явно передают продукт на ваше лицо. И я не могу сказать, что это плохо, или не могу сказать, что это хорошо. Просто для каждого продукта нужна своя кисть. Это во-первых. Во-вторых, многие люди по этическим соображениям, да, пользуются только синтетическими кистями. И в-третьих, например, очень важно, если вы визажист, важно иметь набор каких-то синтетических кистей, потому что часто клиенты, они просто не могут пользоваться, у них аллергия, у них дерматиты и все прочее. И тут, конечно, только синтетические кисти вам пригодятся. Поэтому первое, что мы запоминаем, это синтетические кисти. И это профессиональные кисти, поэтому они достаточно такие классненькие. Я пришла, и я увидела, что на них скидки. Давно хотела попробовать. Сначала взяла одну, потом еще одну. Я 3 раза подходила к кассе, просто все, что нужно знать о моем характере, и 3 раза что-то докупала. Потом я уже решила, что, я обновляю кисти, пригодятся, если что, кому-нибудь подарю, поэтому я взяла практически полную коллекцию из тех, что я давно высматривала, которые мне нравятся, и хочу поделиться реально рабочими формами, те формы, которые вам пригодятся в будущем, и которые вот именно в исполнении Make Up Forever классно работают. Давайте я сразу начну с аутсайдера, чтобы вас не томить, и чтобы вы себе, пожалуйста, выписали кисть, которую ни в коем случае не нужно брать. Возможно, у меня попался какой-то брак, хотя она хорошо выглядела, она была из официального сайта Ривгош доставлена мне. Я не знаю, что пошло не так, но я одинаково за ними ухаживала, и все было одинаково. Но вот эта кисть номер 108, вы даже сейчас увидите, посмотрите, какая она стала какая-то сопливая. И она предназначена для тонального средства. Изначально, когда я только начала ею пользоваться, ты вот наносишь тональное средство, и, конечно, кисть после тонального средства нужно сразу мыть, потому что, если вы не хотите каких-то воспалений и всего прочего. Но, например, бывает так, что, например, у нее удобная форма, чем мне понравилось. Я посмотрела много обзоров, и многие говорят, что она классная вообще, но у меня вот нелюбовь началась именно с какого-то ворса. Вот посмотрите, пожалуйста, они все кисти, мне кажется, это одинаковый синтетический ворс. Но при этом вот эти, они, видите, какие прям воздушные. Он такой нежный, он супер. Это, вы не поверите, какая-то мягкая синтетика. Потому что вот у меня из козочки есть, и они по ощущениям практически одинаковые. Вот это более плотно набито, просто из-за того, что оно более плотно набито. Но при этом они супер мягкие. И вот козочку я меньше пока что мыла, чем вот эти кисти. То есть эти кисти вот уже полгода моются и как бы классно себя ведут. Поэтому здесь ворс классный, и синтетика очень хорошая, она прям вот действительно дублирует какие-то натуральные кисти, и стоит, поэтому они тоже. Посмотрите, когда будете покупать, обязательно приобретайте со скидками, потому что я смотрела на официальном сайте, они по 50, по 60 долларов одна штука, так не закупишь, тем более синтетика, если ты думаешь, что за синтетику жалко. Вот, а когда скидки, прям очень комфортно, поэтому на скидках и посмотрите формы, которых вам не хватает. И меня что смутило, что изначально она была, конечно, красивенькая, но когда ты наносишь, я начала с того, что мне понравилась ее форма, потому что, конечно, вот такая вот кисть, лопаточка, да, я не знаю, язычок, по-разному это называют, она больше вероятность, что будет полосить. Потому что, например, вот у меня есть такая кисть для тонального средства, да, она вот таким бочонком, и она лучше распределяет, понятно, что с ней проще работать. Есть разные абсолютно формы, как бы здесь какая форма вам нравится. Но я посмотрела кучу обзоров, все говорят, она не полосит, она супер. И знаете, я могу сказать, что действительно она полосит в меру себе, потому что любая кисть будет полосить, если у вас много тона, то есть нужно просто аккуратно это все втушевывать и скорее приноровиться к вашей кисти. То есть она не сколько полосит, а сколько мне не нравится ее ворс. Я вот не могу. Прежде чем снимать ее, посмотрите, пожалуйста, я ее помыла 2 раза специальными средствами, и она все равно как будто бы не вымыта. Причем
она пахнет всеми мылами на планете, которые я сюда вылила. Она просто, типа, она чистая. Вот ты ее, если будешь какую-то салфетку вытирать, она будет чистая. Но, тем не менее, вот что это, я не знаю. И когда, например, я наношу тональное средство, я потом могу, например, еще час рисовать себе глаза, я там могу, не знаю, там, румянами не туда залезть, я могу тенями, да, хочу скорректировать форму, потому что она действительно хороша для этого. То есть она хороша вот тут, да, корректировать что-то. Она хороша губки подкорректировать, если что-то пошло не так. И вот сюда она залезет, форма суперская, причем, кстати, большая. Это кисть 108, что самое главное. Кисть 108, и она больше, чем ее сестричка, по-моему, то ли 106, то ли 105, но, в общем, есть еще одна кисть для лица, она так и называется, Small и Big. И, видите, она все равно, тем не менее, не такая уж и большая. У нее хорошая форма, но она, вот прикиньте, такая сопливая, и потом еще в тоне такая же, и ты ее берешь, и вот вообще, вот я не знаю, что, просто понимаете, если бы я только ее так мыла, и она вот и в тоне будет такая же, как вы понимаете, то одно дело, но они все такие, и они все хорошие. Они все идеально себя чувствуют после мытья. И эта кисть вот какая-то просто соплюлька. Я не знаю почему. Если это откинуть, возможно, мне не повезло, и как-то мы с ней не подружились. Она в целом достаточно очень удобная форма. То есть, если вы любите вот такую кисть язычок-лопаточку, то она очень удобная. И хорошо так подбирается, действительно, к каким-то труднодоступным местам. Не могу сказать, что как-то адско полосит, но она меня вот бесит. Все. Мне она не нравится. Еще, наверное, давайте сразу поговорим про дизайн, потому что он везде одинаковый. Дизайн очень красивый. Есть многие кисти вот профессиональные, да, то есть они более сдержанно выглядят. Вот эти, кстати, классные, от N-Beauty новые, неоклассик. Они все равно как-то футуристичнее, да, смотрятся. Здесь мне нравится, что она прям, ну, очень красивые кисти, здорово собраны, ничего не болтается. Вообще, в целом, если правильно ухаживать за кистями, то они долго достаточно прослужат. И вот такое дерево, прям очень дорого-богато. И вот здесь еще такой шпатель. Я не знаю, задумывали они это как шпатель, но на многих кистях специально есть вот такой срез, скорее всего, здесь тоже. Потому что если вы визажист, например, вы можете залазить, например, у вас тональное средство в шайбочке, вы залезаете, да, вот так чуть берете, на палитру уже и наносите. То есть это тоже удобно, особенно если вы действительно профессиональный визажист. Но кисть номер 108 не рекомендую. Не берите ни в коем случае. Причем, знаете, я все вот это взяла, мне консультант помог, ну и какие-то мои хотелки. А потом я подумала, я хочу полный набор кистей в Makeup Forever, это я ее сама заказала, и я это сделала зря. Так, дальше, допустим, мы нанесли с вами тон, и сейчас я хочу рассказать, наверное, про кисть для румян, потому что она очень такая стандартной, хорошей формы, но я бы сказала, что она такая малютка. Поэтому, если вы боитесь справиться с большой кистью, потому что я знаю, что многие переживают, что пигментированные румяна, и вы боитесь там правильно, да, там нанести именно там на яблочки или кто куда наносит, потому что я вообще наношу вот так вот румяна больше, да, такими шлифующими движениями, подтягивая наверх, так лучше смотрится, на мой взгляд. Как бы она комфортная, то что даже там на большом, на маленьком лице сложно ею переборщить, потому что она такая аккуратная очень, и все зависит от вашей формы лица, но ей проще работать, чем, например, большими, да, кистями. Вот, например, у меня тоже есть кисть для румяшек, и эта кисть тоже, кстати, не сказала, что прям огромная, но у меня была Real Techniques, просто вот такая шайба огромная, и ей действительно сложно, особенно если они супер пигментированные, у вас пол лица будет прям красным. Здесь она очень аккуратная, и что мне нравится, что, несмотря на то, что синтетика, она как бы более плотно, на мой взгляд, наносит, ею сложно переборщить. То есть вот именно за счет, наверное, того, как она набита, потому что она достаточно такая легкая, воздушная, именно за счет формы, она как-то так легко наносит, распределяет, и прям очень такая аккуратная, комфортная, супер приятная кисть. Мне она нравится. Ей можно носить бронзер точечно, да, если вы не любите тоже какие-то большие кисти. Она прям очень комфортная. Это кисть номер 156. Ее прям рекомендую, особенно если вы любите синтетику, то я думаю, она вам зайдет, как, собственно, и следующие все кисти. Дальше кисть просто какая-то фантастическая, это просто как лапка котика. Это кисть для пудры, ну и она для бронзера тоже вам отлично подойдет. Это кисть номер 128. Во-первых, она очень большая, поэтому если вы не любите большие кисти, я знаю, что многие не любят, хотя мне кажется, что ими очень удобно работать с пудрой, особенно транспарантной, да, ты просто нанес и все, и непосредственно очень удобно с бронзером. Я говорю не про какие-то скульпторы, да, темные, с серым подтоном, а вот именно когда вот на тон теплее, чем ваша пудра. Такие у N-Beauty очень красивый бронзер есть, у Chic очень красивый бронзер, ну и там у наших всех заморских брендов тоже. И с ними вот удобно работать этой кистью, потому что вы набираете, и она, посмотрите, она буквально повторяет ваше лицо. Смотрите, как она аккуратно, да, все это распределяет, и очень удобно, как будто ты вот гладишь себя. Не знаю, мне прям безумно нравится, как она выглядит, как она ведет себя.
во время макияжа, и наносит она аккуратно. Я, кстати, сравнивала с кистью. У меня вот есть натуральная кисть, конечно, просто по очень внушаемой цене от Beauty. Они похожи, в принципе, да, только это чуть поменьше. И знаете, я бы не сказала, что он как сильно плотнее наносит. Ну да, вот это мягче, потому что, ну, она вообще, ну, хотя не обе такие кошечки, приятно. Вот, но это помягче, но она и стоит в 2 раза дороже. Хотя это тоже приличная, потому что она, ну, большого размера. Но, знаете, они похожи, поэтому тут зависит от того, какой вам формат больше нравится. Вот, она очень удобная, она, видите, в принципе, есть люди, которые не любят большое количество кистей, я люблю много кистей, я люблю, чтобы кисть была для хайлайтера, для румян, для еще чего-то. Тут за счет своего среза она, во-первых, вот такая становится невесомая, смотрите, она буквально на ветру шатается, и это позволяет нам более невесомо нанести продукт, пудру, там, бронзер, еще что-то. И если вы, там, человек, которому нужна одна кисть, то этой кистью вы просто зажимаете, и вы можете, смотрите, и скульптурирование сделать, да, и румяшки как-то нанести, вот именно за счет ее какой-то универсальности. Она очень универсальная, и она очень приятная. Мне она нравится, она будет суперски работать, если вам нужно нанести вот хайлайтер в эту область, да, если вы визажисты, вам нужно там какой-то бронзатор здесь нанести, будет просто вообще потрясающе, и она вот очень здорово за счет того, что синтетика будет хорошо, кстати, действительно с бронзовыми продуктами наноситься будет очень прикольно и прям, мне кажется, комфортно. Я просто мало использую какой-то автозагар или чего-то еще, вот, но если вы с профессиональной точки зрения смотрите, мне кажется, тоже она подойдет. Номер 128. И мы потихонечку уже переходим к глазам, потому что у меня осталось 4 кисти. Первая такая промежуточная кисть, которую я назвала, это кисть номер 144. И знаете, когда у меня появилось больше вот кистей от Beauty, например, то, что в одной вообще хай-люкс, это прям суперско. Вот, ну, например, в вашем городе может не быть Beauty, да, особенно если вы смотрите там из Европы, там сложнее, да, с доставкой. Поэтому здесь как бы по возможностям смотрим. Но даже когда у меня начало появляться большое количество там кистей, которым я чаще, да, отдаю какое-то свое предпочтение, хотя вот этот набор тоже постоянно использую, вот эту кисть мне никто еще не заменил. Ни одна из кистей мне ее не заменила, потому что вот есть похожая кисть у меня от Beauty, опять-таки Neo Classic N5, и они по-разному наносится, потому что здесь белочка с лисой, мне кажется, ну что-то такое очень нежное, очень деликатное, и оно именно создает такой влажный эффект, очень осторожно. И мне, например, не хватает у нее вот этой заостренности, мне не хватает, вот я люблю нос прорабатывать, и для носа, смотрите, она просто идеальна. То есть на носик, еще куда-то, на губки. Здесь я вот когда люблю более какой-то яркий эффект, потому что я люблю сиять из космоса, как я вам всегда говорю, и она прям суперская. Я знаю, что под брови многие уже не делают, но она и сюда залезет, понимаете? Она и здесь вам сделает. То есть она ярко наносит. Вот я вот про вот это не могу сказать, извините, взяла эту богу кисть. Вот я про это не могу сказать, что она как-то менее деликатно наносит, да, чем натуральная, но вот эта, она поярче по мне. И так как это хайлайтер, так как то, что я люблю, просто вообще идеально. То есть я ее невероятно люблю, я вот обычно работаю половину, да, часть лица, где лучше подходит эта кисть натуральная, и потом уже акценты расставляю ею, потому что для акцентов она просто фантастическая. Такую форму кисти еще можно использовать, кстати, для припудривания, да, области под глазом, тоже будет очень аккуратно наноситься, прям комфортно, она прям пролезает под наш глазик, вот, и еще, когда я ее брала, мне тоже сказали, что очень часто ею растушевывают, то есть тушевку доводят до конца, именно когда такая большая тушевочная кисть, чтобы просто границы вот здесь заполировать, она тоже для этой темы вообще подходит. Вот, поэтому тоже могу ее посоветовать, номер 144. Очень круто. Вот это, вот, мне кажется, одна из моих фаворитов. Она прям вообще суперская. Отвлеку вас буквально на секунду. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, то подпишитесь. Это супер сильно помогает развитию канала, мотивирует и вообще заряжает меня такой классной энергией, потому что я стремлюсь к 1000 подписчикам, и я верю, что совсем скоро мы достигнем этой цифры, а потом уже будут другие, более классные и обширные мечты. Поэтому, если вы еще не подписаны, то подписывайтесь и побежали смотреть дальше. И давайте уже перейдем, наверное, к кистям для глаз. И здесь такие стандартные, привычные формы, но мне кажется, в этом и есть вообще весь кайф, потому что они проверены, они классно работают, и вам не нужно изобретать велосипед. То есть есть очень много разных форм, я не знаю, вот таких, просто каких-то очень маленьких. И здесь уже, если вы там фанатеете, то пожалуйста. Но мне кажется, в наборе, в вашем арсенале, там, будь вы любители или нет, всегда должны быть какие-то стандартные кисти. И вот это 3 такие кисти, которые, мне кажется, просто незаменимы, и они вот вам нужны, если вы хотите что-то присмотреть из синтетики. Первая кисть, про которую я вам сейчас расскажу, это 228. Я приобретала ее для того, чтобы наполнять, да, каким-то основным цветом наше веко, но она также подойдет за счет того, что, видите, тут заостренный конец,
В принципе, можно и стрелочку вытянуть, она с этим вполне себе справится, потому что она действительно здесь очень тонкая, то есть она сводится буквально к нулю. Она также подойдет, чтобы втушевать цвет, например, карандаш, да, если мы говорим про карандашную технику, если мы говорим про тени, также набьет вам стрелочку очень хорошо. Она даже, вот смотрите, такие кисти, такая же у меня тоже есть похожая вот этой формы, такая более плотная. Эти кисти еще можно таким образом использовать. То есть, смотрите, вы наносите, а потом вот так ставите и втушевываете больше, да, наносите и вот сюда вытягиваете тоже за счет формы. То есть здесь как бы вариаций много, и так как это синтетика, мы знаем, что синтетика хорошо работает с кремовыми текстурами, она классно еще будет работать с корректировкой чего-то, да, например, если у вас какие-то есть воспаления или что-то еще, и непосредственно как консилер, тоже очень удобно, хорошо распределяет, прям комфортно. А еще, кстати, можно ей еще губы рисовать. Я не пробовала, но сейчас вот подумала, что форма тоже очень подходящая, и мне кажется, будет она комфортно себя чувствовать. Так, дальше бочонок 218, тоже такая стандартная форма, которая всем знакома. Здесь все зависит от того, что вы хотите сделать. Конечно, это проработка, да, внешнего уголка глаза, затемнение. Можно, например, складочку прорисовать, если мы говорим какой-то аккуратный такой скульптор, который хорошо сюда ляжет. Можно нижнюю часть прорисовать, потому что, как я уже сказала, обычно все выбирают кисти натуральные, потому что, во-первых, они аккуратнее тушуют, ну, вот эти кисти тоже хорошо тушуют, они мягче. То есть натуральные кисти, они прям вот как будто лапка котика. Но вот эти кисти, вот правда, будете у стенда, кстати, стенд есть прям в Гоше, потрогайте их. Конечно, там, может, уже такие замусоленные будут варианты, но, тем не менее, прям одни из лучших вот синтетических кистей. Потому что у меня были прям совсем дешевые Wet n Wild, у меня были, по-моему, эко-кисти, да, с iHerb, и они такие колючки. Особенно, когда время проходит, они прям колючие становятся. А вот эти уже им полгода, даже больше, 8 месяцев, наверное. И они супер комфортные. Тоже можно даже стрелочку осторожно так набить, если у вас уже будет карандашик, будет форма. Нижнее веко проработать. Особенно хорошо тоже с возрастным веком, потому что с возрастом как-то более чувствительно кожа становится внизу. И здесь вообще очень чувствительная область под глазами. И вот она хорошо справляется со своей задачей. 218. Очень комфортно. И тоже губки можно ей прорисовывать. Я иногда этим занимаюсь. И следующая, последняя кисть, это 210. Это такая стандартная кисть, которая нам подойдет для того, чтобы непосредственно проработать зону роста наших ресничек, межресничное пространство вот здесь, да, непосредственно заполнить, стрелочку вывести, для того, чтобы, в первую очередь, конечно, стушевать карандаш. Для этого эта кисть создана, но также вы можете внизу проработать, да, то есть она такая палочка, выручалочка, я бы ее так назвала. Особенно с карандашом работать ей очень комфортно. Кстати, пока рассказывала, вспомнила, что я хотела попробовать, так и не попробовала эту кисть с базами, потому что мне кажется, возможно, если наносить базу на лицо, вот именно какую-нибудь жидкую, она, возможно, будет лучше справляться, потому что ее текстура вроде бы как вот похожа на что-то такое, и непосредственно я сейчас ее использую. В последнее время, там, пару раз использовала, я наносила маску для лица, вот, но вы не думайте, она не сейчас такая стала, она вот всегда была такая, и для маски она, видите, вот прям искусственная какая-то. А здесь не скажут, что синтетика. Поэтому все, закончила мой хейт-спич в сторону этой кисти. Простите меня. Дорогие друзья, ну вот и все, наше видео подошло к концу. Мы с вами посмотрели эти фантастические кисти. Надеюсь, что вы выписали каких-то ваших любимчиков и обязательно что-нибудь себе приобретете позднее, когда будут скидки, приятные цены. Потому что мне кажется, что главное, это чтобы было приятно. А не всегда цены делают нам приятно, чаще всего больно. Вот, поэтому, пожалуйста, напишите, какая из кистей вам понравилась больше, какие формы вы вообще любите, каких форм вам не хватает, и что бы вы сейчас докупили. Надеюсь, что видео вам понравилось, вы подписались на канал, написали комментарий, нажали колокольчик, ждете следующее видео, потому что оно будет совсем скоро. Пока!